можем это предлагать, если у нас нет систем, с помощью которых можем перехватывать. Задел у нас есть, но заблаговременно вот этот задел не был превращен во что-то более реальное. То есть России, по сути, надо иметь собственную систему, аналогичную систему Иджис наземную, которую хотят развернуть американцы в Румынии. И в этом случае получится система очень просто. Ведь посмотрите, ведь не обязательно говорить американцам, давайте создавать совместную систему противоракетной обороны. Это не обязательно. Достаточно в районе Ростова-на-Дону поставить российскую базу противоракетной обороны, аналогичной в Румынии. И что потом произойдет? И здесь уже статья 5 Устава НАТО здесь будет совершенно ни при чем. Ведь для того, чтобы система российская в районе Ростова-на-Дону с аналогичными характеристиками, и американская в Румынии работала по реальным целям, ведь нужно разносить хотя бы азимуты перехвата. Вы понимаете? Это уже задача будет не статьи 5 Устава НАТО. Здесь уже речь будет о совершенно других. О том, что, по сути, таким образом Россия подвела бы к необходимости сотрудничества. Потому что Россия имела бы те системы, ударные системы, которые могли бы решать подобные задачи. Если Россия таких систем не умеет и говорит, давайте вот будем обменять информационные ресурсы. Здесь Соединенные Штаты Америки могут развернуть систему где угодно. Они помимо радиолокационных станций на Земле могут иметь, они имеют станции морского базирования, радиолокационные станции. Они могут наращивать свои возможности. Но когда России нечего предложить, это заведомо слабая позиция. Сейчас ситуация стала несколько меняться, потому что, как вы знаете, созданы войска воздушно-космической обороны. Можно много критиковать, как они были созданы, нужны ли они. Но если под это будут вкладываться реальные деньги, если Россия будет не имитировать защиту от противоракетной обороны, создавая, например, те системы, которые не могут перехватывать, а если Россия будет реально создавать те системы, которые будут, например, аналогичны системам наземной системы Иджис, то в этом случае Россия будет иметь уже сильную позицию. И в этом случае с Россией уже можно будет разговаривать, будет о чем говорить. С моей личной точки зрения сейчас просто не о чем говорить. Потому что обмен информационными ресурсами, он не является серьезным основанием для того, чтобы с нами разговаривали. Вот это моя принципиальная позиция. И с этой точки зрения, я считаю, у России есть. Да, действительно, у нас есть период упущенных возможностей, я согласен совершенно. В то время, когда в 90-е годы мы ничего не делали, в 90-е, 2000-е, американцы продолжали летные испытания. Они совершенствовали те системы, которые имеют. Они на самом деле, им удалось во многом добиться прорыва. Я думаю, что одна из наших задач – это не втянуться в гонку вооружения. Действия американцев не зависят от того, что мы им предложим. У них есть такая навязчивая идея, да, я бы сказал, такая фишка. Они хотят защитить свою страну от России. Понятно, когда-то Соединенные Штаты были за двумя океанами, им никто не угрожал, и тут появился Советский Союз, а потом Россия, которая единственная страна, которая может нанести Соединенным Штатам, как когда-то говорили, неприемлемый ущерб. И они все делают для этого. Ну, самые простые вещи, самые простые примеры. Вот когда Владимир Владимирович Путин предложил Бушу нашу станцию в Гаввале, для того, чтобы он следил за Ираном, и сказал, это будет как лакмусская бумажка, да, вы согласитесь принять, значит, это против Ирана. Вот. Не согласитесь, значит, понятно, против нас. Вы знаете все, никто не согласился, оказалось, что она технически не подходит, ну и так далее. Найти причин очень много. Да? Вторая сторона. Вот сегодня Дмитрий Анатольевич предлагает, и не только он, подписать юридически обязывающее соглашение о ненаправленности американской против нас. Ну что такое соглашение? Да, сегодня я даю тебе соглашение, завтра я его отменяю. То же самое, что они сделали в 2002 году. Но они на это и не идут. По одной простой причине. Они просто понимают, что они не могут, мягко говоря, лукавить перед своими юридическими органами. Да? Потому что им скажут, ребята, самое страшное преступление в Соединенных Штатах – это обман. Да? Вот, они этого не собираются подписывать. Что мы можем противопоставить? На мой взгляд, первое – не втягиваться в гонку вооружений. Второе – спокойно развивать свою государственную программу вооружений до 2020 года, в которой запланированы какие-то шаги по нейтрализации этой ПРО. Но главное, надо развивать спокойно свою экономику. Вот для того, чтобы мы были технологически равны Соединенным Штатам, хотя бы догонять. Прорыва я не ожидаю. Да? А можем ли мы использовать эту гонку вооружений для развития своей экономики? У нас это не получается. Вот у американцев это получается. Программа СОИ помогла им развить интернет и так далее и тому подобное. Все, да? У нас
страшная секретность, которая между одним цехом и вторым цехом, между одной лабораторией в ней и в другой лаборатории пройти нельзя. Программа противоракетной обороны, об этом мало кто говорит, а вопрос очень серьезный. Связанный еще и с серьезными технологическими прорывами. Речь идет не о том, что, давая доллар там на военную программу, Соединенные Штаты Америки начинают какие-то новые технологические разработки. Совсем нет. Наоборот, достаются из загашников те технологии двойного назначения, которые, в принципе, без этого доллара не были бы задействованы. Поэтому в данном случае речь идет о том, что Соединенные Штаты Америки, развивая подобную систему, вне зависимости от того, даст она какие-то военные преимущества, результаты или не даст, даст, может и хорошо. Но есть и другая мотивация, серьезная технологическая мотивация. Давайте посмотрим дальше. Глобализация. Кто, так скажем, будет занимать передовые позиции в мире будущего? Да тот, кто будет занимать передовые позиции в таких областях, как космос, например. Вот связана сейчас программа противоракетной обороны с космосом? Многие скажут нет. А вот давайте подумаем на перспективу. А почему нет? Если мы сейчас не ограничиваем ее параметры, почему она не будет связана с космосом? На мой взгляд, вполне логично предположить, что как раз с космосом-то она и будет связана в дальнейшем, или может быть связана. А это космические технологии, опять-таки. Поэтому я бы не стал говорить о том, что это система глобальной обороны Соединенных Штатов. Я бы сказал, что это система, которая, или программа, которая во многом обеспечивает единоличное лидерство или обеспечила бы единоличное лидерство Соединенных Штатов в мире будущего. И поэтому в данном случае не только для России, но и для европейцев крайне важно, так скажем, обеспечить себе какое-то место в рамках сотрудничества по этой программе. Мне кажется, что вот европейцы, достаточно испугавшись в свое время планов вот такой односторонней политики Буша, когда договоренности с Польшей и Чехией объявлялись двусторонними договоренностями, да, не имеющими ничего общего к широкому, так скажем, партнерству между Соединенными Штатами и Европой. Вот напугавшись этого, Европа сейчас получила крайне удовлетворительный для себя результат. Соединенные Штаты вернулись в Европу, европейцы разговаривают, в том числе и в рамках НАТО, с Соединенными Штатами Америки. Но вот мне представляется, что в данном случае недостаточно удовлетвориться лишь своим собственным вот таким вот завоеванием, своим собственным местом, а подумать о том, почему вот эта логика все-таки не распространяется сегодня на Россию. И если говорить о будущем, мне думается, вот можно достичь компромисса, нельзя достичь компромисса, мы рассуждаем. Но компромисса можно достичь, конечно. Просто каждый из нас должен думать не только о своих интересах. Прагматизм должен состоять не в том, чтобы обеспечивать продвижение своей позиции, своих интересов. Прагматизм должен состоять в том, чтобы правильно понимать интересы партнера. Мне кажется, что вот здесь у нас большой дефицит и с российской стороны, и со стороны Соединенных Штатов и НАТО. То есть необходимо более четко понимать позицию партнеров, и только тогда мы можем говорить о каком-то общем политическом согласии, без которого, как мне кажется, без этого согласия вообще нельзя принимать вот такие глобальные решения в современном мире.